заехать в Виля Генераль Бельграну. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня опять покажу красивое местечко в провинции Кордова. Это называется Виля Сьюдад Парке. Маленький такой поселочек, где проходит река Лос Реартес. Это такая очень прозрачная речка. Она прохладноватая, потому что сейчас осень, да, сейчас уже конец апреля. Но в сравнении, можно сказать, теплая, так как большинство рек здесь текут с гор. Но и в то же время это не отталые воды, потому что здесь нет снегов постоянных, да, в горах. То есть даже временные, когда есть снега, особенно вот в зоне Альтас Кумбрес, то они долго там не лежат. Может 2-3 дня полежать снег и потом опять растаивает. Так вот, как мы здесь оказались? С южной стороны кольцевой города Кордобы выезжаешь на 5-ю трассу, которую в будущем превратят в шоссе, чтобы объединить город Кордоба с Ваше де Паравачаска, где главный населенный пункт это Альтаграсия, и Ваше де Каламучита, который является одним из самых главных регионов по туризму в провинции Кордоба, где находятся такие достопримечательные городки, как Виля Генераль Бельграно, Санта-Роса де Каламучита и Ла Кумбресита. Мы приехали на фестиваль, который уже, по идее, начинается через 10 минут, но пока что нам тут как бы классно на речке, так что мы чуть-чуть туда позже пойдем. Да, сейчас 3 часа дня, и получается, это самое лучшее время для реки. В это время года уже чуть позже, да, после 4-5 начнет падать температура. Сегодня где-то 26-27 градусов, но ночью она упадет где-то до 12. И поэтому сейчас мы воспользовались случаем, да, чтобы здесь немножечко поплавать. Здесь так немножко интересно устроена, да, природа, что есть вот тут такой камень плоский под водой, да, и там где-то по колено для взрослых, вот. А здесь уже где-то почти где-то до шеи, вот. И получается, это как будто бассейн для детей и бассейн для взрослых вот прям рядышком. Ну, а дальше мы покажем этот поселок, покажем нашу кабанию, да, наши, ну, как в таком приходе кабаньяс, да, мы одну из них сняли. Что такое кабаньяс? Скорее всего, это домики, построены в виде избушки, но это может быть абсолютно любой дом, который используется для аренды, да, на выходные или на каникулы. Вот, то есть для туристической аренды. Так что, в принципе, слово кабанья не говорит ни о чем конкретно, она не говорит о стиле этого домика.
Значит так, вот это получается река на уровне центра, на уровне центральной улицы, центральной авениды. Она как бы не авенида, а бульвар, правильно говорить, потому что посередине там, ну, дорога разделена как бы на две части. Посередине есть деревья, это значит бульвар. Думаю, что по-русски это, наверное, проспект. Так вот, на уровне центра здесь есть вот такие парыши. Много людей, особенно в это время, уже почти 4 часа дня, и много людей. Музыка звучит довольно-таки громко, поэтому мы всегда избегаем этих мест. Ну и к тому же хозяин кабани, где мы остановились, нам сразу подсказал, куда нужно идти, да, чтобы избежать вот такого народа, да, и громкой музыки, и чтобы найти где-то какое-то спокойствие. Это место называется Cabañas de Colores, цветные домики. Каждый домик обозначается своим же цветом. И их довольно-таки приличное количество. Есть моноамбиенты, да, то есть это одно пространство, где находится кухня и спальня, и все вместе, плюс туалет отдельно. А есть еще и там с 2 спальнями попросторнее. Блин. Значит так, сначала по графику обещали урок по йоге и медитацию. Но мы пришли попозже, то есть начиналось все в 3 часа. Мы пришли без 15:05, потому что мы предпочли поплескаться еще лишнее время на речке, потом зайти в домик, в общем, приготовиться. И, короче, уже пришли почти к 5. И сейчас похоже, что проходит медитация. Медитацион сонора, да, то есть там еще с расслабляющими звуками. Мы пока не подсели туда, но у нас есть коврик, чтобы туда тоже присоединиться. А еще сзади, за этим домиком, есть ярмарка. Esta es la pileta. Sí, te dije que era un хостел. Короче, мы решили немножко отдалиться от праздника. Ну, потому что он еще как бы не начался, пока там йога и медитация. И для нашего ребенка это очень скучно. Так что пока мы побудем вот тут, посмотрим на горы.
Почему я думаю, что это люди из Буэнос-Айреса? Ну, во-первых, организаторы этого фестиваля из Буэнос-Айреса. Вот. Ну, а во-вторых, здесь у нас как бы считается немножко столица какого-то хиппизма, да, то есть много вот такой вот волны хиповой, да, ну, как бы это не только в Кордобе, но в Кордобе это как бы концентрация, такой высокой концентрации есть. Сразу видно, что люди не привыкшие, то есть на повседневном уровне они не живут в контакте с природой, и это заметно. Ну, в общем, я думаю, большинство из Буэнос-Айреса, но есть люди из Кордобы и, в общем, здесь из ближайших поселков. Значит так, мы решили заехать в Вилла Генераль Бельграно. Мы были очень близко, да, то есть Вилла парк, сюда, наверное, минут 10. Вот, и я уверена, что там стоит намного дешевле снять что-то, да, вот снять какую-то кабанью. Вот, ну, и, в принципе, уже много кто здесь показал все, здесь снял. Русскоязычные ютуберы сюда приезжали. А на испанском языке так вообще есть, наверное, 1000 видео про этот городок. Так что мой совет всегда смотреть изначальный источник тоже, да, то есть я понимаю, что вам легче смотреть на русском языке, но я советую пытаться еще смотреть видео на испанском языке от местных людей, которые вам могут много чего интересного рассказать
о чем вы не подозревали. Даже вот люди, вот, которые мы здесь живем постоянно, да, мы тоже часто много чего узнаем о некоторых местах именно благодаря таким ютуберам, которые умеют залезть в любой уголок и к тому же рассказать очень интересные истории, очень интересные интервью, уже, скажем так, более такую гуманную, человеческую сторону каждого места, где можно встретить людей с очень интересными историями, которые попали в эти места или всегда в них жили по очень интересным причинам. Мой канал на испанском не очень направлен на это, да, то есть пока что интервью у меня мало. Ну и об истории я особо не рассказываю, потому что нам больше нравится природа каждого места. Но это не значит, что мы не общаемся с людьми. Мы всегда это делаем, да, мы всегда рассказываем о себе, нам рассказывают тоже о себе. Это всегда очень интересно, но часто я это не снимаю, потому что мне нравится отдать приоритет этому моменту, да, общения. И когда туда вставляешь камеру, это уже меняется, да, это уже не то. Так вот, что хотела сказать по поводу того, что сказали некоторые русскоязычные, которые сюда попали и разочаровались, потому что не нашли тут Германии и Австрии, да, потому что, по идее, этот поселок в свое время он был поселком, сейчас это уже город. Его основали австрийцы и немцы. Ну вот, Вишах на Бельграну, и еще Ля Кумбресита тоже имеет такую вот концентрацию какой-то немецкой или австрийской культуры. Но на самом деле, вы не забывайте, что это Аргентина. Люди, которые здесь живут, даже если они были выходцами, потомками немцев и австрийцев, они аргентинцы, да, то есть наша культура аргентинская – это смесь европейских культур с местными культурами pueblos originarios, да, то есть народы, которые здесь проживали до колонизации. Это смесь культур, это смесь в крови, и говорить, что Аргентина – это выходцы европейцев, это просто... Ну, не полная картинка, да, далеко не полная. И к тому же по культуре здесь нет никакой из этих культур, а есть аргентинская культура, которая сформировалась впоследствии вот всей этих смесей, да, даже там примешаны разные всякие, даже украинская, русская культура. Но результат – это такая очень особенная аргентинская культура, которая вообще не похожа ни на какую ну, в общем, да, то есть ни на какую немецкую, ни на какую испанскую даже, да, то есть нужно приезжать сюда вот с этим менталитетом. То есть если вы в Вишах на Бельграну будете знать человека со светлыми волосами, светлыми глазами, немецкого облика и даже с немецкой фамилией, это не значит, что он будет вести себя как немец, то есть это вообще ни при чем. Ну, еще добавить, что в это время года больше всего мы встретим пожилых людей, которые приехали прогуляться, но это в основном пенсионеры, да, то есть, например, все, что связано с деятельностью для детей, вот там парк был аттракционов, все это закрыто. А, mira el panel. ¿Y para qué es? Y no sé, porque lo vi, me pareció para la plaza, capaz. Un poquito chiquito, pero la plaza. Ну, еще вот эту музычку ставят такую с Северной Европы,
некоторые рестораны, так, чтобы на улице было немножко слышно. Ну, тихо, но она присутствует, да, это тоже типично в этом поселке, в этом городке. То есть это такая достопримечательность. Значит, мы решили вернуться, объехать водохранилище, да, Дикий Лох Молинос с другой стороны. Здесь нет таких видов, да, вот на водохранилище. То есть там видно намного лучше, потому что дорога очень поднимается по горам, а здесь она более плоская. Но все-таки получается, здесь ты находишься ближе, здесь мы находимся ближе к Сьерра Грандес, да, то есть вот эти вот горы, то есть с одной стороны это Сьерра Чикас, а после вот этого вот Баши, после этой долины, следующая цепь называется Сьерра Грандес, да, и за ними уже находится Трахля Сьерра, ну очень, значит, Баши Каламучита и Трахля Сьерра это два самых главных туристических места на уровне национального туризма. Даже Пуниша, да, Баши Пуниша, куда обычно мы ездим, потому что нам ближе, уже стоит после них по популярности. И наш Сьерра Чикас, да, наш регион Сьерра Чикас, он как бы вообще не популярен на уровне национального туризма. Мы на уровне Потрero-Garay, и здесь пару лет назад был очень большой пожар, и прям видно, как все сгорело. Здесь садят сосновые рощи для производства дерева, но эти деревья, они не свойственны этому региону, да, то есть они высасывают много воды из почвы. Наши местные деревья это спинишос, это ну, это разные типы акаций, и есть еще табаки, еще, в общем, различные деревья, свойственные полупустынному климату, которые могут удерживать хорошо влажность в почве и впитывать даже влажность с воздуха, то есть они приспособлены к этому климату. И наша проблема Дес-Монте, да, то, что все это повырубалось, и в Кордобе осталось только 2% оригинальных лесов. Это, конечно, имеет катастрофические последствия, такие как наводнения с одной стороны и пожары с другой стороны. Ну, на этом все, друзья, будем продолжать снимать для канала. Есть еще много чего рассказать и показать. Всем пока!